Ты заметил, как это начинается? Сначала меньше сообщений, потом пустой взгляд. Когда ты что-то рассказываешь, потом ты понимаешь, что физически человек рядом, но энергетически его здесь больше нет. Его фокус внимания сместился на работу, на друзей, на что-то или кого-то другого. Большинство начинает паниковать, устраивать скандалы, навязываться, и это самая большая ошибка. Сегодня я покажу тебе, как вернуть этот фокус внимания без унижения, без манипуляции, с помощью синтеза глубокой психологии и древних духовных практик. То, что я расскажу в середине видео, перевернет твое понимание отношений. Приветствую! Я практикующий нейропсихолог и эзотерик. Много лет я помогаю людям восстанавливать отношения и снимать внутренние блоки. Мой инструмент – это не только наука, но и тысячелетние традиции, включая языческие практики и древние традиции Вуду. Тема потери внимания в паре – это бич нашего времени. Ко мне на консультацию приходят люди с одним и тем же запросом. Он меня не слышит, она отдалилась, и мы это решаем. Если тебе интересна тема гармонизации жизни, подпишись. Здесь я говорю о том, что работает. А теперь слушай внимательно. В конце я дам тебе технику, которую ты сможешь применить уже сегодня вечером. Давай начнем с базы. Внимание – это валюта. Куда направлено внимание человека, туда уходит его энергия. Когда отношения только начинаются, вы вкладываете энергию друг в друга. Образуется крепкая связь, но со временем наступает рутина. Психология объясняет это адаптацией мозга. Мы привыкаем к хорошему, но энергетически происходит другое. Связь истончается, и внимание партнера начинает искать новые источники подпитки. Недавно у меня была клиентка, ее муж просто превратился в соседа по квартире. Он приходил домой, утыкался в телефон, на ее слова кивал, не глядя, она пыталась стать лучше, худела, готовила кулинарные шедевры, а результата ноль. Почему? Потому что она действовала из позиции нужды. Она отдавала ему остатки своей энергии, пытаясь купить его внимание. На тонком плане это выглядит как энергетический вампиризм. С ее стороны он чувствовал это удушье и отдалялся еще больше. По опыту моих клиентов именно это разрушает браки быстрее всего. А вот теперь забудьте все, что вам говорили в женских журналах. Вы думаете, нужно просто сесть и поговорить? Нет, энергетическую дыру словами не залатаешь. Здесь нам на помощь приходят древние традиции. Многие боятся слова «вуду», считают это чем-то деструктивным. Это миф. В корне традиции вуду лежит глубочайшее понимание связи между людьми. Это работа с намерением. Мы не делаем того, что в народе называют приворотом. Мы делаем практику восстановления чувств, гармонизацию. Мы не ломаем волю партнера, мы очищаем канал связи между вами от энергетического мусора, от обид, от чужого негативного воздействия. В моей практике для таких случаев я часто использую защитные куклы и амулеты. Это фокус-объекты, которые я создаю как авторские амулеты на гармонизацию отношений. Они работают как магниты. Что мы сделали с той клиенткой? Мы перестали дергать мужа, мы перенаправили ее энергию на нее саму и использовали индивидуальный амулет для восстановления родовой и семейной связи. Через 3 недели он впервые за год сам предложил поехать на выходные за город без телефонов. В моей практике такие изменения отмечают многие. Что делать тебе? Если ты в такой ситуации, первое – это остановись, прекрати выпрашивать внимание. Второе – займись восстановлением своего энергополя. Ты должен стать энергетически вкусным для партнера. И третье, если связь сильно повреждена, иногда нужна внешняя помощь. Такая, как ритуал гармонизации, к примеру. Помнишь, вначале я обещал дать технику? Она называется энергетический обрыв. Когда партнер снова игнорирует тебя, не злись. Представь между вами невидимую нить и мысленно, мягко, но уверенно отпусти ее с своей стороны. Перестань тянуть. Как только напряжение на нити пропадет, его бессознательно мгновенно почувствует пустоту. Именно тогда он поднимет глаза от телефона, это и является первым шагом к возврату фокуса. Давай подведем итог. Внимание – это энергия, не выпрашивай ее. Восстанавливай связь экологично. Используй силу традиции во благо. Напиши в комментариях, в какие моменты ты острее всего чувствуешь, что партнер не с тобой. Я считаю все комментарии. Если
Ситуация сложная, тебе нужна личная помощь, разбор или изготовление индивидуального амулета, контакты в описании. В следующем видео мы разберем, как понять, есть ли на ваших отношениях чужое негативное энергетическое воздействие. До встречи.